Всем привет, это доктор Демченко, спортивный врач, остеопат. Мы сегодня снова с вами говорим о коленном суставе. И мы поговорим о пателлофеморальном сочленении. Это сочленение между коленной чашечкой и бедренной костью. Ну так, бедренная кость, фактически вот наша коленочка. Очень часто при высоких нагрузках на квадрицепс, в катании на роликах квадрицепс задействуется очень сильно, нагрузка идет у него очень большая, он укорачивается и тянет вот за это сухожилие. Как вы видите, чашечка в него практически вмонтирована. Когда он сильно тянет за это сухожилие, чашечка начинает очень сильно прижиматься к суставу, и там возникает повышенное трение, ничего хорошего, будет воспаление, отек и боль. Как с этим бороться? Если у вас есть боль в переднем отделе коленного сустава, то есть если примерно взять, вот так, передняя половина, то на 80% эти боли связаны с чашечкой и с квадрицепсом. Чаще всего с тем, что он зажат, укорочен или просто слабый. Соответственно, в прошлых видео мы показывали, как правильно растягивать квадрицепс. Сегодня я хотел бы вам показать, чтобы вы сами могли сделать руками со своим коленом и квадрицепсом. Первое. Квадрицепс, кроме того, что растягивать, можно разминать. Причем сам массаж квадрицепса бывает очень эффективным, если производить его точечно. Самая главная точка для расслабления квадрицепса находится в следующем месте. Если взять коленную чашечку, у нее есть здесь уголки. Вот эти. Их всегда можно нащупать. И от этого уголка идти по бедру вверх примерно на 5, 7 или 10 сантиметров, в зависимости от того, насколько у вас длинное бедро. По этой линии начать прощупывать точки. Если у вас есть проблемы с зажатием головки квадрицепса наружной, то по этой линии вы обнаружите очень-очень-очень болючую точку. Вот у меня вот здесь она находится. Когда вы нашли эту болючую точку, вы можете просто вставить большой палец довольно интенсивно и начать ее разминать такими небольшими кружочками. Вам должно быть больно. К сожалению, no pain, no gain. Соответственно, через 1,5-2 минуты разминания точка перестанет болеть. На моей практике были очень частые случаи, когда человек заходит с сильной болью в коленном суставе, плохо гнется, плохо разгибается, ложится, массируем 1,5 минуточки точку. Одно сгибание-разгибание, происходит довольно интенсивный щелчок. Почему происходит щелчок? Потому что, например, чашечка стояла косо за счет дисбаланса мышц. После того, как мы размассировали мышцу, она перестала сильно подтягивать чашечку. Чашечка с щелчком вставляется на правильное место, и боль в колене становится резко меньше или вообще даже проходит. Еще раз повторюсь, по крайнему углу наружному идем вверх 5, 7 или 10 сантиметров, зависит от вашего бедра, и ищем болевую точку. Это первая точка, которую бы хотелось размять. Вторая точка находится на средней линии. Мы берем бедро, среднюю линию, и начинаем прощупывать по средней линии. Здесь болевые точки могут встречаться практически на любом месте. Например, у меня вот здесь очень выраженная болевая точка. Это прямая головка квадрицепса, которая отвечает за высоту стояния чашечки. Очень важная головка. Соответственно, таких болевых точек может быть не одна. Очень часто они бывают ближе к паху, очень часто они бывают где-то вот как раз таки нижняя треть бедра. И все эти точки нужно очень хорошо размассировать, примерно 40 секунд или минуты, пока они не перестанут болеть. Это может, во-первых, помочь вам резко облегчить растяжку. Во-вторых, это может помочь вам с болями внутри коленного сустава. По внутренней стороне болезненные точки встречаются реже, потому что наружная головка квадрицепса она чаще перегружается и зажимается. Внутренняя часть, она, наоборот, чаще бывает слабая и не дорабатывает. Поэтому здесь болезненные точки очень-очень редки. Поэтому здесь мы их ищем только если у вас есть какие-то боли в этой области. Просто так можно не искать. То есть две основные линии, средняя и крайняя по надколенничку. Следующая техника будет связана непосредственно с самим движением надколенника. Для этого немножко оголюсь. Покажу вам свое колено. Так будет проще найти ориентиры. Итак, вот коленная чашечка. И нам нужно сделать так, чтобы она хорошо двигалась, меньше терлась. Для этого нужно ее определенным образом подвигать. Для этого мы садимся на стул, делаем угол немножко больше 90 градусов.
Дальше двумя пальцами большими ставим 2 пальца на край надколенника сверху и опускаем его вниз. То есть фактически мы делаем вот такое движение. Угу. Вот. Если вы его делаете правильно, то что должно произойти? Первое, мы сдвигаем чашечку, а не кожу. То есть если вы сдвигаете кожу, вы прям увидите, что ваша кожа двигается, но при этом чашечка остается на месте, и здесь ничего не вылазит под чашкой. Если вы правильно двигаете чашку именно, то, во-первых, вы можете увидеть, как сама чашечка двигается вниз, а второй очень правильный признак, под чашечкой есть такое жировое тело Хоффа, и это жировое тело немножечко выходит в разные стороны. Вот так. Это признак того, что вы делаете процедуру правильно. Также, если вы делаете ее правильно, вы почувствуете некоторое растяжение мышц на бедре. Мы это делаем не для того, чтобы растянуть бедро, мы это делаем для того, чтобы, во-первых, растянуть боковые удерживатели, такие боковые связочки, которые находятся по бокам от надколенника, их растягиваем, и для того, чтобы улучшить само скольжение. Таким образом будет лучше питаться хрящ и лучше скользить. Когда мы будем делать такие процедуры? Первое, если у нас есть боль под коленкой, под чашечкой или над чашечкой, то есть вот в этой области есть какие-то боли неприятные. Мы это будем делать, если у вас с утра есть туго подвижность в колене, то есть человек говорит, мне нужно расходиться первые 5, 7, 10 минут. То есть вместо того, чтобы расходиться, вы можете с утра сесть, поделать вот так 30 раз, и не надо будет расхаживаться. Колено будет изначально в лучшем состоянии. В целом, это вообще, в принципе, достаточно полезное мероприятие, поэтому, если вы, в принципе, испытываете большие нагрузки на коленный сустав, то вы можете раз в день в виде профилактики, даже на работе, взять, поставить пальцы и немножко подвигать чашечку. Это улучшит состояние вашего колена. Очень многие люди с перегруженным коленом ощущают легкость в колене после такой процедуры. Надеюсь, вам эти знания могут не понадобиться, тогда расскажете друзьям. Но если у вас будет боль в колене, вы сможете себе помочь. Всем спасибо за внимание. С вами был доктор Демченко. Подписывайтесь на канал, ждите следующих выпусков. Всем пока!